Всем привет! В этом видео хочу вам рассказать про один очень действенный рецепт. Если вы впервые на моем канале, то здесь вы найдете огромное количество простых, но действенных рецептов для роста и красоты волос. А в этом видео речь пойдет о пользе розмарина для волос. Это вечно зеленый кустарник, листья которого обладают такими свойствами, как укрепляют волосяные луковицы, помогают предотвратить выпадение волос, стимулируют приток крови к волосам, что ускоряет их рост, предупреждают появление ранней седины. Каждый легко сможет приготовить розмариновую воду для волос самостоятельно в домашних условиях. Очень много споров ведется по поводу пользы розмарина при выпадении волос и как средство для ускорения роста. На самом деле положительный эффект розмарина был доказан в исследованиях. В 2015 году было проведено сравнительное исследование, получившее название «Масло розмарина против миноксидила при лечении андрогенетической аллопеции». 6 месяцев использования показали, что масло розмарина также эффективно для борьбы с облысением, как и миноксидил, популярный ингредиент многих косметических средств для стимуляции роста волос. Более того, выяснилось, что миноксидил вызывает высокий уровень дискомфорта. Его применение может сопровождаться зудом, раздражением кожи головы и повышением ее чувствительности. А вот розмарин такого эффекта не дает. У меня на канале уже есть рецепты, где я добавляю эфирное масло розмарина в состав масок для волос. И я сама часто использую это масло. Но масляные маски для волос подходят не всем, и для использования их необходимо больше времени. Поэтому отличной альтернативой им является розмариновая вода. Ее можно не смывать и использовать каждый день. Как приготовить розмариновую воду и что нужно для этого? Я использую сушеный розмарин, но если у вас есть возможность взять несколько веточек свежего, это будет даже лучше. Я промываю розмарин сначала в воде, затем наливаем в кастрюлю воду 300 мл, довожу до кипения и добавляю 2 ложки измельченных сухих листьев розмарина. Далее накрываю крышкой, убавляю огонь и жду минут 15-20. Затем я выключаю огонь и жду, когда розмариновая вода остынет. После остывания я процеживаю отвар через сито и наливаю в специальный чистый флакон с распылителем. Применять розмариновую воду можно 3 способами. Перед применением всех средств делайте, пожалуйста, тест на возможную аллергическую реакцию. Первый способ – это после обычного мытья волос шампунем, пока волосы еще мокрые, я распыляю розмариновую воду по проборам и потом втираю в корни, массируя их. Потом я просто сушу волосы, как обычно. Второй способ использования – это просто ежедневно распыляю на сухие волосы. Могу сделать это в любое время суток, но предпочитаю наносить розмариновую воду перед сном. И третий способ – это после мытья головы можно просто ополоснуть воду розмариновой водой и дать им высохнуть. Небольшое примечание. После втирания в корни и при использовании одним из 3 способов я не ополаскиваю больше волосы водой, то есть не смываю розмариновую воду ни с волос, ни с корней. Но предполагаю, что такой способ подойдет не всем. Возможно, у вас могут появиться какие-то неприятные ощущения, зуд или раздражение. В этом случае наносите розмариновую воду минут на 10 в первый раз и далее смывайте водой. По мере применения с каждым разом увеличивайте время воздействия, ориентируясь на свои ощущения. Аромат у средства легкий, для меня он не противен. К тому же выветривается уже через несколько минут. Но аромат это все же на любителя. Поделитесь в комментариях, насколько вам нравится аромат розмарина. Розмариновая вода очень полезна как для кожи головы, так и для волос. Она действует так же, как тоник для кожи головы и дополнительно увлажняет и питает кутикулу волос. Приятно даже просто распылять розмарин на волосы. Срок годности самодельной розмариновой воды – это 1 неделя. Хранить ее надо строго в холодильнике. Как и все натуральные рецепты, применять рекомендую курсами, чтобы увидеть результат. Не менее 2 месяцев.
И тогда розмариновая вода обязательно окажет положительное воздействие на волосы и кожу головы, поспособствует росту волос и поможет при выпадении, напитав корни полезными веществами и укрепив их. Представляю вашему вниманию мое обновленное руководство «Восстановление густоты волос. Уход за длиной». Самые эффективные рецепты домашних масок от выпадения, для роста, против жирности и перхоти, для гладкости и блеска. Приобрести руководство можно на моем личном сайте. Ссылка под этим видео и в шапке канала.